Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Итак, время 12 часов 50 минут, 11 января. Мы с вами в экотехнопарке Skyway, где работы не прекращались, несмотря на лютые морозы, несмотря на праздники. И сегодня мы с вами в первом репортаже в этом году из Центра испытаний и сертификации. Сегодня в экотехнопарке непосредственно стройкой руководит Анатолий Эдуардович Юницкий. Он все это время был занят. Мы дождались обеденного перерыва для того, чтобы наш генеральный конструктор смог уделить нам несколько минут своего драгоценного времени. Анатолий Эдуардович, во-первых, поздравляю вас с наступившим Новым годом, с Рождеством. Хотелось бы пожелать всяческих успехов и вам, и нашему проекту, естественно, всем нашим многочисленным партнерам в этом году. Хотелось бы, чтобы вы рассказали и показали, что же сделано за то время, которое мы, можно так сказать, отсутствовали в эфире, и прокомментировали, что же здесь происходит сегодня. Спасибо за поздравления. Я взаимно всех поздравляю, и вас, и с прошедшими праздниками. Спасибо. И с тем, что мы вот сделали достаточно много за это время. То есть мы не сидели сложа руки, хотя были новогодние праздники. Мы сейчас стоим в начале тестового участка перед нашим пересадочным узлом. Это анкерная опора первая. И видим заготовки ферм, которые потом монтируются. Эти заготовки были изготовлены на заводе, в цеху по 12,5 метров. Здесь они соединяются уже 25-метровые отрезки, которые потом переводятся к месту монтажу, соединяются тоже достаточно точно в специальном кондукторе, здесь точность идет о миллиметрах на пролете 50 метров, соединяется уже 50-метровый пролет, который потом ставится на опоры. Самое сложное было это не смонтировать, а изготовить в цеху, поэтому основная работа по изготовлению рельсострунной эстакады, она не здесь происходит, а в цехе. Потому что изготовить с высокой точностью ферму, чтобы сварка не повела, причем ферма достаточно высокая, причем это заводских элементов проката, которые не всегда идеальны, они имеют разные размеры, они закручены и так далее. И вот из этого материала изготовить идеально точную ферму — это очень непростая задача. Да, но мы знаем, как это сделать, разработали специальную технологию, в том числе сварки. При этом ферма это особенно, это видно вот по конструкции, что, видите, там вставочки другого цвета, это электроизоляторы. На самом деле эта ферма, она будет под током, это будет, на самом деле, это токосъем здесь, и плюс-минус лево-право ферма, они имеют разных потенциалов. Поэтому они электроизолированы друг от друга, электроизолированы от опор, электроизолированы от анкерной опоры. Это вы тоже... не боитесь раскрывать такие технические подробности? Ну, вы знаете, я это еще описывал в своей монографии, написанную 30 лет назад об этом варианте. Это был один из моих первых вариантов конструкции, и он оказался самым таким рабочим. И мы, в конце концов, в 4-м поколении пришли к этому же варианту, потому что делать новый контактный рельс или контактный провод — это очень сложно и дорого. Зачем, если у нас есть рельсы, которые можно изолировать друг от друга от земли и по ним подавать электрическую энергию? Тогда это получается более эффективно, более экономично и более правильно. И мы этот как раз вариант реализуем. Спасибо большое. Давайте, может быть, пройдем, покажем действительно, сколько сделали. На мой, скажем так, непросвещенный взгляд, примерно треть уже разгонного участка городской трассы смонтировано, и еще какой-то достаточно неплохой кусочек готовится к монтажу. Да, здесь еще один пролет к монтажу, там в цехах еще есть несколько пролетов, заготовок для нескольких пролетов, поэтому монтаж будет продолжаться, и к концу зимы мы закончим трассу до конца. А скажите, какие дальнейшие планы по развитию проекта? На какой стадии находится проектирование 16-километрового участка, который именно превратит разгонный в высокоскоростной? Проектирование никогда не прекращалось, но и никогда не будет прекращаться.
Поэтому, естественно, мы 16-километровый участок проектируем, уже все концептуальные решения есть. А насчет разрешительной документации? Все эти? Мы сейчас готовим уже рабочую документацию, но на площадку мы не можем выйти, потому что нам выходит за пределы участка, и для того, чтобы отвести землю, нужен указ президента Республики Беларусь. Поэтому сейчас материалы прошли экспертизу в облсполкоме Минском. И скоро они будут поданы в администрацию президента Республики Беларусь для подготовки указа на землеотвод. Все согласования с местной властью и со различными службами, в том числе с экологами, они уже сделаны. Все одобрили, и сейчас мы ждем уже вот указа. Спасибо большое. Говоря о высокоскоростной трассе и о сроках, хотелось бы узнать, в принципе, о планах на этот год и какая трасса планируется к вводу. Понятно, что человек предполагает, а Господь Бог располагает. Тем не менее, поделитесь своими планами. Ну, легкая трасса уже готова, мы юнибайк уже гоняем, так? А высокая часть, вот интересуются наши партнеры? Нет, поэтому уже что-то уже мы показываем, да? Правда, она еще не до конца доделана, мы ее доделаем. Идут определенные этапы испытаний, это этапы сертификации, так? Сертификация отдельная, у меня будет вопрос. Хорошо, тогда мы этот вопрос не будем затрагивать пока. А что говоря, вот касается городского участка, и который является разгонным участком да, высокоскоростной трассы, вот мы идем рядом с ним, да, то мы закончим, как и говорил, строительство фермы к весне. Потом сейчас мы не можем поставить юнибус, потому что он готов. Но дело в том, что эта конструкция еще разрезная. Мы не можем всю эту длину сделать неразрезной сейчас, потому что оно не заанкерено в анкерные опоры по концам. Понятно. И поэтому будут большие перемещения температурных концов, и просто будут разрушены опоры. Поэтому здесь через 3 пролета конструкция разрезная. И там получается зазор, который плавает. И юнибус просто не может через него проехать сейчас. Хотя мы можем поставить и, допустим, там, на 3 пролетах погонять, ну что-то 150 метров там показывать. Не смысла. Поэтому я думаю, вроде бы собирались вы это делать. Я собирался, но стоит ли сейчас это делать, а не на всем участке? Чтобы показать, что оно поедет, так юнибайк едет, и юнибус поедет. Я думаю, уже ни у кого нет сомнений в том, что все поедет. А вот чтобы получить скорость нужную, характеристики нужно, в том числе там определить шумы, там, разгон, торможение, да, до скорости 100 км в час нужен весь участок. Мы его подготовим к весне. И тогда, я думаю, надо уже ставить юнибайки, юнибус и делать полноценные испытания. Значит, что касается высокой части легкой, когда там планируется что? Путевая структура готова. Канаты высокопрочные, арматурные, они закуплены. То есть все исходные материалы для монтажа есть. Но в мороз там у нас есть заполнение бетоном. Специально, нет, там специальный композит. Его не рекомендуют заполнять, потому что он должен затвердевать на морозе. Поэтому есть смысл подождать уже теплого времени, начала весны, и достаточно быстро смонтировать высокую часть. И за это время подготовить развороты, там же у нас с одной и с другой стороны разворот, чтобы потом сделать уже полноценную трассу, кольцевую, где мы пройдем по низкой части, на высоте там 3 метра над землей, вообще на высоте метр над землей, а там пройдем на высоте до 15 метров, пролетами 200 метров, 400 метров и 200 метров. При этом трасса легкая, мы потом, когда ее натянем канаты и забетонируем, это тоже где-то, наверное, в феврале мы это сделаем, мы хотим потом ее усилить уже внешними струнами, для того, чтобы уже можно было пустить и более тяжелую технику по ней, в том числе юнибус. То есть мы с легкой можем потом показать, что мы можем ее превратить уже в полноценную городскую трассу, по которой могут ходить весом 3,5 тонны 14-местный юнибус. Это я сроки обозначу. Да. Что касается вот этой трассы, юнибус готов для того, чтобы показывать. Он монорельсовый, то есть он будет по одной ферме ехать. Сейчас мы уже спроектировали и закладываем
изготовления бирельсового подвесного юнибуса, который будет ехать по двум уже фермам. Подвесных, да? И он будет 28-местный. При этом эти кабинки могут составляться в поезда. И поэтому мы покажем не просто отдельный юнибус, а небольшой поезд. И из двух кабинок. То есть вместимостью уже 56 человек. Можно наращивать, там и 100 человек, если надо, и 200, и хоть 1000. Потому что путь ферма большие нагрузки держит, и можно вообще поезд длиной там сотни метров. А танкерные и танкерные опоры? Да, если в этом есть необходимость, то что многие говорят, а почему не 1000-местный? Да если надо сделать 1000-местный, но это не оптимально. Так? Потом мы еще уже тоже спроектировали, и поскольку у нас уже есть собственное производство в Шабанах, то мы тоже заложили изготовление еще одного типа подвижного состава, когда 6-местные кабинки, все места сидячие. 6 мест сидячих. И мы тоже можем с этих кабинок делать составной юнибус в виде поезда. Поэтому планируем сделать из 3 кабинок поезд. И эти машины мы планируем изготовить где-то к июню этого года и на этой трассе показать. Поэтому мы хотим провести экофестиваль не в мае, как многие говорят. Я сейчас могу уже объявить другую дату. Мы проведем его в начале июня. Для того, чтобы это все показать. Быстрее мы просто сделать не сможем. А просто собрать людей, чтобы повеселиться, ну, я думаю, это не совсем правильно. Так надо и показать уже действующее, причем целую линейку подвижного состава на трассе, которая будет готова к тому времени. Спасибо большое. Ну, я думаю, что мы можем поговорить о грузовой трассе, когда подойдем к ней. Все-таки там тоже интересные появились элементы. А теперь вот вы коснулись сами элементов, точнее, вопроса сертификации. Не подскажете, как обстоит дело с этим, на какой стадии работы мы находимся? И все ожидают к весне. Справимся ли мы или нет? Да, ну, весна понятие растяжимо. Это может быть март, там, апрель, ну, может даже там и в конце февраля. Это плавающая дата, потому что это достаточно сложная работа. Да, но то, что мы к экофестивалю это сделаем, однозначно. То есть у нас уже будет подвижной состав сертифицирован. Эта работа ведется, она плановая, подключены ряд организаций, которые занимаются сертификацией, белорусские и российские. Из Москвы приезжали, да, это представители института дамы. Да, это институт электротранспорта, входящий в структуру Минтранса Российской Федерации. Это единственная, собственно, организация, которая сертифицирует электрический городской подвижной состав, трамваи, там, троллейбусы. Поэтому они берутся за сертификацию, они сейчас являются нашими помощниками. Мы вместе эту работу сейчас делаем, она идет по графику. Спасибо большое. Ну вот мы дошли, наверное, до конца участка, который уже смонтирован. Фермы, я думаю, всем прекрасно видно. Да, где-то треть, наверное. Уже готова? Треть. 300 метров, а здесь 950. Ну и там одна ферма еще тоже готовится, потом уже больше трети будет. Я предлагаю сейчас пройти к нашей грузовой линии, посмотреть и послушать ваши комментарии, что происходит там. Пока же хотелось бы узнать, опять же, я транслирую вопросы наших партнеров. Кстати, уже люди возвращаются с обеденного перерыва, так что скоро надо вас освобождать для другой, более важной деятельности. Да. Агрегат запустили. Запустили, да, уже стало шумнее. Ничего, мы будем говорить громче. Значит, интересуют вот какие вопросы. С какими странами, вот из тех, как я понимаю, делегаций, представители которых побывали уже в экотехнопарке, это Турция, Австралия, Филиппины, Израиль, Канада, многие другие. Ближе всего мы подошли к осуществлению адресных проектов. И все-таки где же в первую очередь следует ожидать появления реального адресного проекта Skyway? Эта работа ведется параллельно во многих странах и разная степень готовности, да, к адресным проектам, но так складываются обстоятельства, что, скорее всего, вероятнее всего, первой страной будет Индия.
Как ни странно это звучит. Да, все ожидают Австралию. Нет, не Австралия. В Австралии она особая страна. Там серьезные сложности вхождения на тот рынок. Она очень зарегулирована страна. Поэтому очень длительные, сложные согласования, в том числе экологические, в том числе... Секундочку, Никита, осторожно, сзади кран идет. Да, кран сейчас будут монтировать. Так, давайте освободим. Не успели мы до конца обеденного перерыва. Ну ладно. Сел. Все нормально, это естественные условия. Все. А у Никиты нету машинного зрения на затылке, к сожалению. И тепловизора. Тепловизор. Так. Значит, почему Индия? Там как раз... Там тепловизор и не нужен, наверное. Там и так тепло. Нет, так в Австралии тоже тепло. Там другая причина. Там в Австралии где-то порядка 20 миллионов человек живет, а в Индии 1 300 000. Не столько проблем, и в том числе транспортных проблем, да? То есть там потенциал для нашего роста, да, перспектива рынка. И у них подход, им нужно решать задачи, а не вот согласование, там, регуляторы и прочее. То есть в Австралии мы тоже, естественно, реализуем все это, да? Ну, да, в Индии эти вопросы решаются быстрее. У нас сейчас договоренность есть о создании в Индии даже не одной, а нескольких компаний с разными группами индийских бизнесменов, которые будут финансировать проекты. И уже на рассмотрении сейчас в Индии около десятка проектов. Причем на серьезной стадии. Это некоторые проекты были согласованы с министром транспорта Индии, с правительствами штатов различных индийских. И есть проекты, которые, ну, окупаемость их где-то 1,5 года. Потому что если на один день будут звать какие, чтобы не сглазить там города. Это так называемые умные города, да, 21-х, об этом мы говорим? Нет, в том числе есть и такие проекты. Но есть вот, допустим, 2 города, где сегодня трафик 750 тысяч легковых автомобилей в день. Можете представить? С трудом. Это даже если там в среднем по 1,5 человека сидит, ну где-то среднестатистическая такая цифра, да, то это 1 миллион в сутки. Поэтому там потребность есть. Очень это актуально, да. И когда построим дорогу струнную, то и пусть туда пересядет 500 тысяч человек в день, и пусть там каждый купит билет за там, ну, $4. Ну, посчитайте, сколько получается доходная часть. Да. Так? То есть легко посчитать, что в год там это больше $100 миллионов, может быть, доходная часть. Можно поздравить всех наших партнеров. Да. И нас вместе с ними. Да, и тогда, ну, это все быстро купится. В это есть смысл вкладывать деньги, инвестиции, да. И таких проектов в Индии несколько. Мы тоже скоро ждем делегацию индийскую сюда, представительную, так, для того, чтобы уже обсудить детали этого сотрудничества и проектов. Потом у нас активно работает, ну, продолжается работа с Объединенными Арабскими Эмиратами, в частности с Дубаем. Там тоже большой интерес. И после демонстрации в конце ноября прошлого года юнибайков, естественно, интерес еще больше возрос. Сюда пройдем, да? Да, давайте. И тоже мы ждем очень представительную делегацию с Эмиратов. И шейхи открыто говорят, что мы хотели бы, чтобы центр струнных технологий был в том числе и у нас. И готовы это зафинансировать. Поэтому, как возможный сценарий развития сотрудничества, это возможность строительства экотехнопарков или части экотехнопарка за рубежом в разных странах. В том числе мы с индийскими партнерами тоже с 2 группами договорились о том, что мы будем тестовые участки строить в Индии, для того, чтобы показать преимущество нашей системы в тех природно-климатических условиях, которые там. Понятно. Там другие температуры, другая влажность, другие требования к эргономике, другая культура, в конце концов.
Поэтому надо делать так, как им это, покупателю, да, заказчику нужно. То же самое мы можем делать и в Эмиратах. И в Индии, например, мы можем сделать для азиатского региона, а в Эмиратах для арабского региона, где своя специфика, где нельзя, допустим, в одном вагончике мужчинам и женщинам ехать. Поэтому нужен либо поезд, где один вагон, допустим, для мужчин, другой для женщин, либо отдельные юнибусы. Ну, я был... Да? Надо это показывать. Я был в метро в Дубайском, там вагон метро разделен на две части, как бы полосой. И если ты зашел на женскую, тебя штрафуют. И штраф не маленький, что-то порядка $30, я помню. Ну, так вот надо эти вещи тоже показывать и, соответственно, проектировать, в том числе подвижный состав, уже с учетом этой специфики. Так? Ну, да. Поэтому среди приоритетов, ну, кроме Австралии, это само собой остается, мы это работаем в этом направлении. Вот появляется, значит, Индия, появляются Эмираты, хотя с Эмиратами я сотрудничаю уже больше 10 где-то, да, почти 15 лет. Анатолий Дарович, говоря об Индии, опять же, все очень интересуются, услышали в одном из перископических репортажей о том, что вас чуть ли не хотят сделать каким-то героем Индии. Пожалуйста, развейте все сомнения и домыслы по этому поводу. Был такой разговор, я не буду называть, опять же, имена там, партнеров, пока это преждевременно. И в одной из бесед, это серьезные бизнесмены индийские, семья, капитализация их компании где-то около $5 миллиардов, сказал, это неожиданно было для меня, что он, оказывается, уже переговорил с главой правящей партии Индии о том, чтобы они взяли программу Skyway на вооружение, как политическую программу, да, которая может изменить экономику Индии, поднять ее, да, которая поможет решить демографические проблемы Индии, так, потому что им нужно сотни тысяч километров дорог струнных. И автора вообще сделать национальным, ну, автором Skyway и национальным героем. Да, был такой разговор. Ну, честно говоря, это было мне странно слышать, но тем не менее это прозвучало. Но я вас, во-первых, поздравляю, а во-вторых, выражаю надежду, что прежде чем сделать вас национальным героем, он станет вашим стратегическим партнером. Да, и все финансовые проблемы будут решены на пути к званию Героя Индии. Безусловно. И мы ведем везде вот политику, пришли как раз, чтобы контрольный пакет был все-таки у нас. И в том числе в Индии мы будем создавать компании, где контрольный пакет все-таки будет у нас. А вот с арабами уже будет сложнее, потому что они настаивают на том, что 51% был у них. И это, ну, не совсем приемлемо для нас. Поэтому будут сложные переговоры, будем проводить. И не только с ними, мы проводим, наверное, с десятками стран уже подобные переговоры. Ну, пожелаем вам и нам, еще раз повторюсь, успеха на этом пути. Надеюсь, что, может быть, уже в 2017 году что-то конкретизируется, какой-то договор будет подписан. Кстати, вот мы пришли к грузовой трассе. Могу заверить, что таких договоров будут десятки. Уже в 2017 году? Конечно, десятки. Супер. Я владею информацией, я же веду эти переговоры. Я их организовываю, и я знаю, что происходит. Просто нельзя преждевременно говорить об этом. Но это неправильно. Понятно. Надо говорить по результату. Но процесс идет, причем очень активный и продуктивный. Спасибо большое. Вот мы, кстати, подошли к грузовой трассе. Расскажите, пожалуйста, что это за монстр здесь стоит, такой металлический, похожий на этот самый боевого слона инопланетян из «Звездных войн». И опять те же вопросы по срокам сдачи грузовой трассы. Этот монстр называется анкерная опора. Так, на самом деле легкая, ажурная, очень изящная конструкция. Так, да, как какая-то инопланетная вроде как, да. Здесь, между прочим, на рассчитанную нагрузку до 500 тонн горизонтального. Что такое 500 тонн? Это половина от анкерной опоры на высокоскоростной, да? Да, так нет, ну вот где-то 10 железнодорожных вагонов вес. Представляете, вот подвесить и вот дать такую нагрузку. Да? Почему? Потому что здесь вот участок прямолинейный, вот несколько пролетов фермы.
две фермы, где будет показано две транспортные системы грузовые, продуктопровод, где будет непрерывно, ну, по типу промышленного конвейера, да, непрерывно будет подаваться груз сыпучий, ну, щебень, уголь, там, гравий, песок. Ну, Золото, руда. бриллианты. Ну, много надо, потому что 200 миллионов тонн в год, ну, вообще было бы неплохо бриллиантами загрузить или золотом. Вообще это мысль. Хорошо, мы, да. Представляете, как мы обогатим всех наших инвесторов, если по 200 миллионов тонн в год будем золото перевозить или бриллиантов. Да? Это мысль классная. Так? То есть это производительность двух транссибирских магистралей, чтобы понимать, что это такое. Да? А снизу будет, то есть это будет 2 в 1, юнитраки грузовые, которые будут уже одиночными модулями перевозить тоже, ну, до 100 миллионов тонн в год, это возможно. Такой объем перевозок, хотя эти модули будут небольшой грузоподъемности, где-то от тонны до 5 тонн, больше нет смысла. Так. И эта система тоже будет здесь показана. Дальше пойдут развороты, и будет погрузка на ходу, а там разгрузка на ходу. Уже вторая анкерная, я вижу, тоже да, она тоже есть, да. За ней будет уже без струн, а разворотная часть, мы эту трассу коротко сделать, нет смысла длинно делать. То есть вот это будет прямолинейная часть, а там уже будут развороты, и есть погрузка, там разгрузка на ходу. И можем показывать, как она работает, эта система. И когда планируется все это завершить? Мы активно сейчас зимой, тут мокрые работы нельзя вести. Кстати, тут все говорят, почему там как бы медленно строить и так далее. А многие не знают, что во время вот морозов было все закрыты бетонные узлы в Беларуси, потому что нельзя было выпускать бетон. Запрещено, потому что мороз. Нельзя в эту температуру укладывать бетон. Но поэтому мы в это время производили фермы на заводе. Да, поэтому мы работали с металлоконструкциями. А бетонные работы все-таки лучше делать в теплое время года, ну, хотя бы не минусовое, да. Это вот март. Понятно. Поэтому вот эти мокрые работы, так называемые, с бетоном мы весной начнем, а металлоконструкции мы тоже уже с фермы изготавливаем, опоры изготавливаем, здесь стальные опоры будут. И начнем монтаж. И мы планируем эту часть сделать тоже как о фестивале к лету, вот эту часть, да. И здесь будет уже бегать юнитрак в автоматическом режиме и будут показывать, как можно возить сыпучий груз. Спасибо большое, Анатолий Эдуардович. Ну и в завершение нашего репортажа. Что-то, возможно, вам еще хотелось бы рассказать о планах, намеченных на текущий год, а я вдруг об этом не спросил. Ну, о планах лучше поменьше говорить. Да. Хочешь насмешить Бога, расскажи о своих планах. Потому что планы, вот как планы строительства коммунизма, вся страна строила, а потом развалилась, да? И эти планы оказались нереализуемыми. Поэтому планы есть, мы идем в соответствии с этапами, 15 этапов, и я делаю максимальные усилия, вся наша компания, чтобы придерживаться этого графика. И вот основные планы. И мы, собственно, по ним и работаем. 15 этапов. Так? И уже половину водораздела уже перешли. Да, 8-й этап, но это этап по организации работ, а не по финансированию. Дело в том, что по финансированию мы даже не преодолели 10% рубеж. Поэтому, а это, ну, можно в планах рассказать, как дом мы построим, допустим, да? Но если нет цемента, потому что не на что купить, а если нет кирпича, потому что не на что купить, и нечем платить зарплату рабочим, как и дом построишь, хотя планы есть, да? Допустим, планы по финансированию, это, извините, не мы выполняем, не мы привлекаем инвестиции, мы исполнители, мы показываем технологию, мы разработчики, а финансируют у нас другие фонды, да, которые должны выполнять эту функцию. Так вот, у нас серьезно недофинансирование, несмотря на это, видите, как много делаем и делаем, поэтому и сделали, да, и поэтому приходится иногда на ходу менять планы. Потому что, если, образно говоря, нет цемента, значит, можно чем-то другим заменить, если на него денег нету. Или если нет денег на кирпич, значит, можно чем-то другим его заменить, да, если, образно говоря.
Поэтому некоторые конструкции приходится менять, делать более дешевые, допустим, варианты. Они немножко хуже, но это не влияет на качество технологии, на демонстрационную ее часть. Потому что для того, чтобы показать, что автомобиль работает, Ford делал вообще-то телегу, по сути дела, которая проехала там 200 метров и сломалась. Да? Но он показал, что автомобиль работает. Сейчас Ford это другие, через 100 лет, да, с лишним. Да. Поэтому, естественно, мы должны, самое главное, показать реализуемость технологии, ее потребительское качество, ее преимущество перед другими технологиями, да, в том числе там, по экономичности, по стоимости строительства, по эффективности, энергоэффективности имеется в виду, по экологичности и так далее. Мы это демонстрируем. И работаем исходя из того бюджета, который реально есть, а не который мы нафантазировали. Понимаете? Тем не менее, я уверен, мы по графику все сделаем. Спасибо большое. Ну, мне кажется, мы уже много продемонстрировали техническую состоятельность, потому что и Минтранс российский нас признал, и Белорусская академия наук. И, кстати, некоторые региональные подразделения Российской академии наук уже нас признали и с нами сотрудничают, и уже, скажем так, стоят в очереди за нашими технологиями. И экологический аспект, как раз я знаю, немножко забегая вперед, в эти дни с Академией наук как раз-таки продолжается сотрудничество по, скажем так, да. Ну и хотелось бы также, наверное, объяснить всем нашим партнерам, что несмотря на недофинансирование, работы ведутся на грузовой, легкой и городской трассах, но, к сожалению, основная стоимость потребуется для 15, точнее 16-километрового участка, поэтому там, скажем так, без дополнительных усилий фондов к привлечению финансов мы не справимся. Это порядка 200 миллионов долларов нужно вот, на 16 километров. Это же не только строительство, это работа 200 конструкторов. Это офис, который надо тоже оплачивать. Да? Это изготовление подвижного состава, разработка автоматизированной системы управления, ее тоже изготовление. То есть там не просто мы дорогу строим, не просто юнибус, там транспортное средство, мы делаем комплекс. Поэтому на весь комплекс нужен. В том числе на значительную часть кадры берут на себя. Как же без людей можно это сделать? Вообще такие задачи решают коллективы десятки тысяч человек, а не 100-200 человек. Это вообще смешно. Таким маленьким количеством людей такую работу делать. Вот я рассказываю другим, не верят, что это возможно. Как не верит вице-президент Сименса, что мы что-то не макет, а промышленный образец, что такие сроки мы сделали. Они не верят. Потому что в Сименсе работает 300 тысяч человек. Представьте, какие у них бюджеты и какой у нас бюджет. Расслабленно они работают. Поэтому я бы слово недофинансирование неправильно не употреблял бы. Ведь недофинансирование это по сравнению с тем, что мы нарисовали в планах. Поэтому мы работаем исходя из того, что есть. Вот есть какое финансирование, вот мы и работаем. И оно идет так, как надо. Вот что Бог дал, вот с этим мы и работаем. И это тоже правильно и нормально. Поэтому по большому счету можно посмотреть по-другому. Все идет по графику, все по плану. И у нас финансирование 100%, как надо. Спасибо большое за ваш столь исчерпывающий репортаж, я даже скажу, почти что монолог. Я иногда задавал такие наводящие вопросы. С бриллиантами это хорошо. Спасибо вам большое. Поддерживайте наш проект. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компаний Skyway по адресу rsvdefissystems.com. И я впервые закончу наш репортаж не своей какой-то фразой, а цитатой из фильма «Москва слезам не верит». Не учите меня жить, помогите материально. Строй Skyway. Спасай планету.